Жесткость воды в основном обусловлена присутствием растворимых и малорастворимых солей и минералов, главным образом ионов кальция и магния. Из всех солей, относящихся к солям жесткости, выделяют гидрокарбонаты, сульфаты и хлориды. Содержание других растворимых солей кальция и магния в природных водах обычно очень мало. Жесткость, придаваемая воде гидрокарбонатами, называется гидрокарбонатной или устранимой, временной, так как гидрокарбонаты при кипячении воды, точнее при температуре более 60 градусов, разлагаются с образованием малорастворимых карбонатов. Жесткость, обусловленная хлоридами или сульфатами, называется неустранимой, постоянной, так как эти соли устойчивы при нагревании и кипячении воды. Суммарная жесткость воды, то есть общее содержание растворимых солей кальция и магния, получил название общей жесткости. Значение жесткости воды может варьироваться в широких пределах в зависимости от типа пород и почв, слагающих бассейн водосбора, а также от сезона года, погодных условий. Жесткость увеличивается из-за испарения воды, уменьшается в сезон дождей, в период таяния снега. Вода разных природных источников имеет весьма различную жесткость. Речная вода, за некоторыми исключениями, обладает относительно небольшой жесткостью – 1,6 мг эквивалент на литр. Воду с общей жесткостью до 3,5 ммоль на литр называют мягкой, от 3,5 до 7 ммоль на литр – средней жесткости, от 7 до 10 ммоль на литр – жесткой, свыше 10 ммоль на литр – очень жесткой. Предельно допустимые значения общей жесткости для вод централизованных источников водоснабжения до 7 ммоль на литр, а для вод нецентрализованных источников водоснабжения, таких как колодцы, скважины, родники, до 10 ммоль на литр. Тест-комплект Christmas по определению pH общей жесткости и аммония подходит для использования в полевых условиях. И давайте посмотрим, что у него внутри. Так, собственно, здесь есть паспорт комплекта и все необходимые реактивы, также скляночки, пипетки, ложечки. Стоит обратить внимание, что здесь есть удобная инструкция, по которой, в принципе, понятно все, как делать, даже новичок должен справиться. Для определения общей жесткости воды нам понадобится пипетка на 5 мл, но можно добавлять пробу как 2,5 мл, как так 5 мл, так и 10 мл, но так как здесь уже есть удобная метка, то удобнее, конечно, взять на 5 мл. Предварительно нужно пипетку ополоснуть анализируемой водой 2 или 3 раза, что я уже сделала, сейчас буду набирать. Так, набрали 5 мл воды. Далее к пробе необходимо добавлять раствор титранта по каплям до изменения окраски. Когда изменится окраска, нужно будет еще капельку добавить контрольную. Капельки считаем обязательно. Так, происходит ли изменение цвета? Не вижу, кажется, не происходит. Добавляем еще. Так, немножко потекло по стенке, что не очень хорошо, конечно. Немножко аккуратнее работать. Еще капельку туда добавим. Считай, что 2 добавили. Так. Вот наш раствор начинает менять цвет. Тоже заметно. Перемешаем его. Должен поменять цвет от розового до сиренево-синего. После добавления очередной капли наблюдайте за окраской раствора не менее 10-20 секунд. Это я читаю сейчас инструкцию. Немножко можно перемешать и пробовать. Подождать 10-20 секунд. Так, 10-20 секунд мы с вами подождали. Можно теперь прикладывать к шкале и смотреть. То есть, что у нас цвет получился, вот цвет раствора получился, как окончание центрирования, синеньким. И мы можем теперь определить величину общей жесткости. 1 капля титранта соответствует, при объеме пробы 5 мл, как у нас, 1 капля титранта соответствует 1 моль на литр эквивалента, соответствует 1 градусу жесткости. У нас с вами 3 капли титранта, то есть 3 градуса жесткости. Дальше необходимо промыть чистой водой, герметично закрыть и уложить в коробку. Минеральный состав воды отражает концентрации растворенных в воде различных минеральных веществ.
Содержащиеся в воде минеральные соли вносят разный вклад в общее солесодержание, которое является суммой концентраций каждой из солей. Пресной считается вода, имеющая общее солесодержание или минерализацию не более 1 грамма на литр. Среди пресных вод, в зависимости от величины солесодержания миллиграмм на литр, выделяют воды ультрапресные, менее 100 мг на литр, маломинерализованные, 100-200 мг на литр, среднеминерализованные, 200-500 мг на литр и повышенной минерализации, 500-1000 мг на литр. При величине солесодержания от 1 до 25 грамм на литр воду считают солоноватой. Предельно допустимые значения минерализации для централизованных источников вод 1000 мг на литр, а для нецентрализованных допускается до 1500 мг на литр. Среди минеральных солей, обычно встречающихся в природных водах, можно выделить катионы, кальций, натрий и магний, а также анионы – гидрокарбонат, сульфат, хлорид и карбонат. Минерализация воды имеет важнейшее значение при характеристике химического состава вод. Сейчас мы будем использовать прибор кондуктометр для определения минерализации воды. Кондуктометр – это прибор для измерения электропроводности растворов, который переводит ее в единицы солесодержания или минерализации. Кондуктометр Ханна, который вы видите, включен в Государственный реестр средств измерений. Так как выглядит кондуктометр, единицы измерения это частиц на миллион или миллиграмм на литр. Снимаем колпачок. Опустить воду необходимо до данной метки. Опускаем до метки. Включаем прибор. Смотрим значение. Кондуктометр довольно быстро определяет значение минерализации. В данном случае концентрация 300 мг на литр. Далее прибор необходимо встряхнуть, убрать колпачок.